Жесткое заявление Марка Рютте. Генсек НАТО честно рассказал о ситуации в Украине. Еще в начале недели аналитики пророчили сдачу этого города, а бои называли последними. Какова ситуация теперь? Расскажем. Абсолютный рекорд. Государственная газета рассказала всю правду о достижениях российской экономики. Трамп приказал отступать. Вашингтон выводит группировку. Тысячи бойцов пакуют вещи. Политический раскол в ключевой стране НАТО. Правительство и оппозиция обменялись обвинениями из-за финансирования оборонных программ. Звучали слова о сорванных масках и предательстве. Он желает Путину упасть с балкона, а России стать менее людоедской. Станет ли гений блокчейна новым лицом в российской политике? Об этих и других событиях к утру субботы, 14 февраля. Коротко о главном. Новости Нехта. Факты, скорость и ясность. Генеральный секретарь НАТО отвесил пощечин Путину. Марк Рютте прибыл на Мюнхенскую конференцию по безопасности в отличной форме. Спустя 19 лет после того, как Путин именно тут отчитывал западных лидеров и де-факто открыто объявил им новую холодную войну, генсек Североатлантического альянса ярко описал текущую ситуацию. Русские не побеждают, как некоторые думают. Так называемого русского медведя там нет. По сути, мы видим в Украине медлительность, сравнимую со скоростью садовой улитки. Именно так русские продвигаются внутри Украины. Очень медленно. Огромные потери, десятки тысяч в месяц, 35 тысяч погибших в декабре, 30 тысяч погибших в январе. Таковы факты. Марк Рютте добавил, что у него есть хорошие новости, намекая на встречу в Брюсселе накануне. Там союзники Украины договорились предоставить ей новый пакет военной помощи, и только на ПВО будет выделено до 35 миллиардов долларов. Это стало непосредственным ответом Запада на холодомор, который Путин попытался устроить Украине этой зимой. Президент Финляндии Александр Стуб на той же конференции по безопасности в Мюнхене высказался в очень похожем ключе. Он, Путин, хотел сделать Украину русской, а она стала европейской. Он хотел предотвратить расширение НАТО, а получил вступление Финляндии и Швеции. Он хотел снижения наших расходов на оборону, а они растут до 5%. Президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны Германии Борис Писториус говорили чуть меньше. По дороге на конференцию они заехали на оборонный завод и продемонстрировали первую в Европе совместную линию производства дронов. И она уже вовсю работает. Оккупанты снова доказали, что могут повторить, но есть нюанс. Спецоперация «Гараж» опять пошла не по плану. На юго-востоке Покровска россияне снова попытались стянуть технику и личный состав в районе гаражного кооператива. Все по старой схеме: спрятаться среди построек и подготовиться к рывку. Но украинская разведка это заметила. По данным 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ, 147-я артбригада повторно накрыла скопление врага. Накануне там уже уничтожили группу оккупантов. Теперь вторая попытка и тот же финал. Противник разбит, сообщили десантники. Интересно, сколько попыток будет еще? Может, путинские генералы хотят превратить гаражи Покровска в новую Чернобаевку? Делитесь мнениями. Тем временем экономические последствия войны все ощутимее для ее инициатора. Свежая статистика свидетельствует: российский бизнес уходит в минус. За январь-ноябрь 2025 года 18 тысяч компаний получили убытки на 7,5 триллионов рублей. Это абсолютный рекорд не за год, не за 5 лет, а за всю историю наблюдений. И пишет об этом не оппозиционный сайт, а «Известия» со ссылкой на Росстат. Доля убыточных предприятий выросла почти до 29%. Глубже и быстрее всего тонут переработка нефти, металлургия, добыча угля и газа, оптовая торговля. Экономика резко замедлилась, санкции бьют по экспорту, сильный рубль режет доходы сырьевых компаний, инфляция давит на спрос. Эксперты предупреждают: дальше рост банкротств, сокращение инвестиций и еще более масштабные дыры в бюджетах регионов. А значит, меньше денег на дороги,
дороги, больницы и школы. А в чем же первопричина? Давайте поможем «Известиям» докопаться до сути. Политический раскол в Польше снова дал о себе знать в ходе обсуждения законопроекта, внедряющего программу Евросоюза «Сейф». Польша – крупнейший бенефициар фонда, почти 44 миллиарда евро. Это способ финансирования модернизации польской армии, модернизации, определенной польскими военными и генштабом. Несмотря на, казалось бы, очевидные плюсы, проект вызвал ожесточенные дебаты. Бывший министр обороны Мариуш Блашчак уверен, что Брюссель помогает укреплять обороноспособность Польши не просто так. Вы бросаетесь на эти займы, не задумываясь, что ЕС скоро скажет: либо вы принимаете нелегальных мигрантов, либо мы остановим выплаты. Премьер Дональд Туск назвал оппозицию врагами польской независимости. Его коллега по партии и правительству, министр финансов Доманский, высказался в похожем ключе. Программа «Сейф» ускорит модернизацию польской армии. Тот, кто голосует против, либо глупец, либо предатель интересов Польши. Несмотря на острый спор, закон прошел с небольшим перевесом. За 236 голосов, против 199. Первые средства могут поступить уже в марте, но законопроект должен пройти голосование в Сенате, а затем быть подписанным президентом. А вот тут может быть проблема, так как Кароль Навроцкий наложил вето уже на несколько десятков законов, инициированных правительством. Силовики Казахстана все чаще на службе Кремля. Практически каждую неделю из страны поступают новости об отказе в убежище или выдворении российских уклонистов от службы в армии, оппозиционных активистов, блогеров. И вот дошла очередь до священников. Я православный человек, высказал критические суждения о православной церкви. Иаков Воронцов был задержан в Алма-Ате и доставлен в ИВС. Бывшему иеромонаху РПЦ ворвались домой, провели обыск и увезли в полицию. Воронцова сначала обвинили в злоупотреблении алкоголем, а потом ставки повысились и прозвучали уже обвинения в организации наркопритона. При такой звучной статье дали по-божески 10 суток, хотя это может быть только началом. Сколько церквей в Украине разрушено, сколько смертей невинных людей. Воронцов родился и вырос в Казахстане. Он известен как первый священник Русской Православной Церкви в стране, проводивший службы на казахском языке. После начала войны он критиковал поддержку вторжения со стороны РПЦ и пытался зарегистрировать независимое объединение христиан. В 2024 году на него заводили дело о разжигании розни, но тогда его закрыли за отсутствием состава преступления. Крупнейшая спецоперация и внезапный стоп. Президент США Дональд Трамп приказал сворачиваться тысячам вооруженных людей. Речь не о военной миссии за границей, а о масштабной операции миграционной службы в штате Миннесота. Об этом сообщил представитель Белого дома по вопросам пограничного контроля Том Хоман. Небольшое количество сотрудников и персонала останется на некоторое время, чтобы завершить работу и передать полное командование и контроль обратно в полевой офис. В рамках кампании в штат ранее было направлено около 3000 агентов ICE. И вот уже на следующей неделе большинство из них вернутся домой. По словам Хомана, именно он предложил свернуть операцию, а Трамп согласился. Тем, кто говорит, что мы отступаем от мер по обеспечению соблюдения иммиграционного законодательства или от обещания массовых депортаций, я отвечу: вы просто ошибаетесь. Посмотрите на данные, рекордное количество арестов и депортаций за первый год президентства Трампа, и вы поймете, что мы продолжим эти усилия. Операцию Metro Surge называли крупнейшей депортационной операцией в истории США. Но действия агентов, особенно убийства невооруженных местных граждан, вызвали масштабные протесты в штате и по всей стране. Все это вызвало потерю поддержки даже среди сторонников республиканской партии. На российской оппозиционной сцене появилось новое лицо. Ряд заявлений сделал не активист или бывший чиновник, а вот этот молодой человек Виталик Бутерин. С виду похожий на ученика старших классов, один из самых влиятельных людей в мире криптовалют. Эта война – преступная агрессия, а не сложная ситуация, где обе стороны вели себя грязно, как говорят некоторые.
Сооснователь Ethereum, второй после биткоина криптовалюты, в 2017-м даже встречался с Путиным, но теперь нелестно высказывается в адрес хозяина Кремля. Путину можно только помочь выпрыгнуть из высокого балкона или выпить вкусного КГБшного чая. Бутерин констатирует, российская оппозиция в тупике. На Западе, пишет он, сформировалась группа людей, для которых быть оппозиционером стало спокойной, стабильной работой. Ох, тут с ним могли бы согласиться не только россияне. Сейчас оппозиции очень нужны новые герои и новые идеи, как их найти и дать им шанс через более демократичную структуру. Чтобы сделать демократию, нужно иметь людей, у которых есть привычки вести себя демократично. Основываясь на бизнес-опыте и принципах криптоиндустрии, предприниматель в серии постов изложил ряд предложений, которые называют децентрализационной политикой. Она должна помочь России в будущем стать, цитирую, менее людоедской. Как думаете, может у него получится? Дорогие зрители, 14 февраля на кону. Вы помните эти 3 слова? Next Step VPN. Подарите близким. На какую тяжелейшую уступку Киев готов пойти ради мира? Какой город России обстреливают 3 дня подряд? Какой приказ Лукашенко не выполнил главный силовик Беларуси? И какие органы отказывают у Кадырова? Об этом мы рассказывали в прошлом выпуске. Посмотрите, если не видели. Увидимся уже вечером.